Привет, армия! С вами «Искусство войны» и военные материалы. Привет! Мы рады, что вы пришли к нам сегодня. Долго думали, о чем, собственно, сделать выпуск. Почему-то все варианты сводились к стрелковому оружию, но хотелось бы поговорить о чем-то более серьезном. Потому мы выбрали компромиссный вариант – автоматические станковые гранатометы. Даже одна единица этого вооружения оказывает существенное влияние на ход боя и психологическое воздействие. Итак, первая пятерка лучших образцов гранатометов мира. Мы начинаем. Пятое место занимает УАК-40, что является первой украинской разработкой в области вооружения и военной техники, выпущенной в соответствии со стандартами блока НАТО. Отличается от своего технологического эталона АГС-17 большей мощностью боеприпасов, так как использует гранаты стандарта НАТО. Но при этом несколько легче Хеглер Кох и МК-47. Успел отличиться тем, что попал в руки террористов в Нигерии на год раньше, чем вооруженные силы Украины. Стоит сказать пару слов о боеприпасах. 40-мм патрон представляет собой ударный патрон двойного назначения, который предназначен для проникновения не менее чем на 5 см стальной брони и нанесения травм персоналу в целевой области. Подходит к 40-мм гранатометам М-75, М-129, ну и, конечно, МК-19. Унитарный патрон состоит из цельного стального корпуса с внутренней насечкой. В передней полости снаряда находится кумулятивный заряд. Переходим на четвертое место. И что у нас тут? А тут у нас южноафриканский 20-мм Айкунзи Страйк. Начнем с минусов. Анекдотично малая масса гранат – 105-110 грамм. При весе выстрела – 160 грамм. Кстати, это уже второй минус. Плохое для гранатометного боеприпаса соотношение массы выстрела к массе гранаты. Это очень критично, так как все гранаты подобных систем недостаточно мощные, но этот гранатомет переплюнул всех. Закономерен вопрос, почему же он в топ-5 лучших, а не худших? Ну, он очень легкий, компактный и с высокой для такого оружия начальной скоростью снаряда. Плюс хорошая внешняя баллистика. Переносится одним бойцом. Кроме того, под этот же патрон есть самозарядный гранатомет и бесшумная снайперская винтовка. Она как гранатомет, только винтовка. Ее боеприпас тот же, как вы догадались, 20 на 42 мм. И позиционируется она как легкая 10-килограммовая бесшумная портативная винтовка повышенного могущества. Конечно, маломощный боеприпас сильно ограничивает сферу применения. Но с другой стороны, малые габариты и вес в сочетании с относительно высокой точностью и скорострельностью открывают в ближнем бою возможности ранее недоступные. Да, в ситуациях, когда дистанция боя не позволяет использовать тяжелое вооружение, именно такая микроартиллерия может оказаться самым тяжелым из доступного вооружения. Наличие разрывного заряда и автоматический режим огня снижают требования квалификации оператора, а легкость позволяет монтировать на любой автомобиль. При штурме попасть из подствольника в окна верхних этажей, как правило, проблема. За счет точности и скорострельности южноафриканский гранатомет будет иметь огромное преимущество. Кстати, при использовании вертолетов на малой высоте в городе, Anchorage Strike может стать их могильщиком. Один такой гранатомет может быть успешнее 2-3 пулеметов в предотвращении движения противника. И в прикрытии маневра своих. Точно так же его эффективность выше, чем у пулемета. Сопровождение огнем атаки. Чем ближе войска к противнику, тем меньше артиллерия способна поддержать атаку. Слишком велика вероятность накрыть своих, которые, в отличие от обороняющихся, обычно это открыто расположенные вертикальные цели. Благодаря как раз малой мощности взрывчатки и настильной траектории, такое оружие может сопровождать огнем вплоть до последнего метра атакующих. Да, и в определенных ситуациях может использоваться в качестве дополнительного запасного вооружения. Нет условий для применения, никто это оружие не трогает. В качестве оружия против засады, проделывания проходов в минных заграждениях, а также для ведения беспокоящего огня, когда нет разницы, будет он вестись гранатами весом 400 грамм или 110. Ну, думаю, с этим интересным экземпляром мы покончили. Третье место. И здесь у нас горячо любимые АГС-30 и 37. Уникальность сочетания легкости и компактности. При крайней необходимости он может переноситься в собранном виде одним номером расчета. Масса выстрела ВОК-30 350 грамм, гранаты 275 грамм. Площадь осколочного поражения целей 110 квадратных метров против 70 у ВОК-17.
Масса взрывчатки была увеличена по сравнению с ВОК-17 на 11%, и это составило 40 грамм. Масса выстрела ГПД-30 340 грамм, масса гранаты 275 грамм. Площадь осколочного поражения целей 130,5 квадратных метров. Коэффициент лобового сопротивления и баллистический коэффициент гранаты были снижены в 1,8 раза. Представитель Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия Юрий Амелин подчеркнул, что 30-мм АГС-30 эффективен в современном бою благодаря именно небольшой массе. Ну а за счет мощности он, конечно, обогнал южноафриканца в рейтинге. Гранатомет вместе со станком весит 16 килограмм, а коробки с выстрелами около 14. Таким образом, гранатометчики с комплексом АГС-30 могут быстро менять огневые точки. Его может перемещать по полю боя один боец, постоянно меняя позицию. Сделан на базе АГС-17, и потому мы посчитали уместным добавить в рейтинг реальные отзывы военных. Итак, ремарка. Отзывы о предшественнике АГС-17. На моем веку было два случая с АГСом. Первый – это когда духи накрыли с соседней высоты наш базовый район. Примерная дальность 1200-1400 метров. Быстро подъехали на машине, развернули АГС, выстрелили одним нажатием весь короб 29 ВОК-17 и смылись. У нас 21 человек ранен, из которых двое тяжелые. По АГС-17 протаскал его полгода и был командиром отделения в дальнейшем. При наличии сегодня лазерных дальномеров проблем в точности не будет. Попадал за 900 метров в бочку 200 литров с одного выстрела на спор. Был у нас еще горный БАТ в 21-й бригаде. Так там на стрельбах офицеры после Афгана добивались от расчета попадания в цель с первого выстрела. Граната взводится через 50 метров, так что сквозь кустарник можно стрелять. Рассказывали, что долбили в Афгане через глиняные стены. АГС-30 – это доработанная и улучшенная версия 17-го, и за ней справедливое третье место. Идем все ближе к лидеру. Что там у нас с серебряной медалью? Второе место – это МК-47 Страйкер 40. США, конечно. Очень легкий для относительно мощных гранат. Тело аппарата без станка 18 кг. Отдачу по сравнению с МК-19 удалось снизить почти втрое. Относительно точный, благодаря невероятной компьютерной системе прицеливания и слежения. Она, конечно, чересчур дорогая, но очень продуманная. Дневной телевизионный канал. Трехкратное увеличение, баллистический вычислитель и лазерный дальномер для простого гранатомета звучат фантастично. Еще гранатомет имеет возможность быстрой смены охлаждаемого воздушно-ствола с дульным компенсатором. Сложно сказать, насколько это востребовано в пехотном варианте, но чисто технологически он, конечно, обходит более простого АГС-30. В номенклатуру уходят гранаты с дистанционно управляемым взрывателем. Кроме этого, к преимуществам этого гранатомета обязательно нужно отнести широкий спектр боеприпасов. Да, и особенно интересны в этом плане боеприпасы дистанционного подрыва. Кроме родных, разработанных специально для него, могут быть использованы любые другие калибра 40 на 53. Например, европейские радиопрограммируемые C-171 PPHA RF. Или скандинавский МК-285 PPHA с 1500 поражающих элементов. Учитывая низкую скорость снарядов, для поражения бронетехники может использоваться комбинированный кумулятивно-осколочно-фугасный МК-314 HADP RF с 1200 поражающими элементами, которые, впрочем, тоже можно подрывать дистанционно. А эффективность гранатомета, по заявлениям, такова, что позволяет на дистанции до 1000 метров обеспечивать поражение 32 выстрелами до 80% подвижных целей. Многие, конечно, заранее все знали, так как видео однозначно проплачено Министерством обороны. Но если быть серьезными, то АГС-40 по праву носит желтую майку лидера. Автоматические гранатометы всем хороши. Они легкие, компактные, скорострельные, способные к стрельбе и навесной, и настильной, и прямой наводкой. Повторюсь, всем хороши, кроме одного. Самая частая претензия ко всем таким системам – малая мощность разрывного заряда. И вообще малая масса гранат. Ага. Особенно сейчас, когда все лучше и лучше бронежилеты. И самое трудное – это как раз сделать легкое автоматическое оружие с мощным боеприпасом. И это касается, увы, всех предыдущих конкурсантов.
И поэтому, безо всяких сомнений, первое место за автоматическим гранатометом АГС-40 «Балкан», который ведет огонь самыми мощными боеприпасами, при том, что он имеет сопоставимый с остальными гранатометами вес. Вдумайтесь, насколько ушел вперед прогресс. Гранатомет весит вдвое меньше старого пулемета «Максим», а его боеприпасы по мощности в 2 раза превосходят снаряды автоматической пушки от БМП-2 и БМП-3. Одним из самых главных отличий АГС-40 от своих предшественников, которое сразу бросается в глаза, является наличие в конструкции станка треноги, сиденья для стрелка, из-за чего гранатомет уже прозвали стреляющим стулом. Сиденье не только повышает удобство стрелка, благодаря весу бойца оружие меньше подбрасывает после выстрела. Вес гранатомета АГС-40 вместе со станком и прицельными приспособлениями 32 килограмма. Еще 14 килограмм весит коробка с гранатами. Общая масса оружия получается довольно внушительной, но и боевые характеристики по сравнению и с АГС-17, и с АГС-30 выросли очень ощутимо. А максимальная дальность стрельбы гранатомета составляет 2,5 километра, а скорострельность 400 выстрелов в минуту. АГС-40 может вести огонь как по навесной, так и по настильной траектории. Стрельба может вестись одиночными выстрелами, короткими очередями до 5 выстрелов, длинными очередями до 10 выстрелов. Возможен и непрерывный огонь. И это еще не все. Граната 7П-39 выполнена по так называемой минометной схеме, когда камера с метательным зарядом составляет единое целое с корпусом боеприпаса и вылетает из ствола вместе с ним. Масса выстрела целых 430 грамм. У нее нет отдельной гильзы. Это позволило довести массу взрывчатого вещества в стандартной гранате почти до 90 грамм. Кстати, в демонстрационном фугасном боеприпасе было 100 грамм гексогена. Это, как уже упоминалось, гораздо больше, чем у аналогов, и всего вдвое меньше, чем в стандартной мини 60 мм миномета, который, напомню, не автоматический и может вести только навесной огонь. 20 боеприпасов находятся в составной металлической ленте, лента укладывается в круглый короб. Помимо вооружений пехоты и наземной техники, увеличенная дальность стрельбы и повышенная мощность боеприпаса делает АГС прекрасным видом вооружения для ударных вертолетов. В общем, говоря простыми словами, эта штука выдает самый высокий ДПМ среди всех конкурентов, причем с серьезным отрывом. Отрывом всего, что плохо защищено, либо слабо закреплено. Так что лидера мы выбрали единогласно, а спорить это можете в комментах. В дополнение к рейтингу хочется вас, друзья мои, порадовать легкой технической аналитикой по дистанционным взрывателям. Все эти дистанционные подрывы и 1000 осколков хороши, но только когда речь идет о скоростных снарядах среднего и крупного калибра. Взять 125 мм танковые осколочно-фугасные снаряды или снаряды пушек-гаубиц. Они могут обеспечить плоскую траекторию, и главная их проблема – это большой разлет по дальности. Соответственно, дистанционный подрыв эту проблему как раз и решает. А объем и масса снаряда вполне позволяет увеличить габариты и вес взрывателя без ущерба для взрывчатки и осколочной массы. Совсем другая картина у нас с гранатометными выстрелами. Начнем с траектории. При начальной скорости, чуть больше 200 метров в секунду, подавляющая часть выстрелов будет проходить с углами возвышения от 20-25 градусов до 70. Если мы возьмем угол возвышения хотя бы в 25 градусов, то угол падения будет уже в районе 45. Если ты попадаешь прямо в окоп, то понятное дело, что никакой дистанционный подрыв тебе не нужен. При недолете он тем более тебе никак не поможет. А если перелет будет хотя бы метров 10-20 или больше, то это значит, что взрыв будет на высоте 10-20 метров от земли. А если угол вхождения будет больше, то вообще не о чем говорить. Для эталонной гранаты ВОК-17М радиус сплошного поражения убойными осколками всего 7 метров. Уже все выглядит глупо весьма. А если учесть, что часть полезной массы и объема будет съедаться усложненным взрывателем, и при этом 1500 осколков будет в итоге иметь массу в 10-ю часть грамма каждый, то они будут терять энергию быстрее осколков ВОК-17М с массой втрое большей. Соответственно, и зона сплошного поражения резко сократится. Радиус может оказаться даже меньше 5 метров.
И что в итоге? Эффективны такие боеприпасы будут только на дистанции 200-400 метров, и только при условии настильного огня. Но если гранатометчик и окажется на такой дистанции, что само по себе не является штатной ситуацией, то по идее он должен автоматическим огнем хоть навесным, хоть настильным поразить цель, иначе ему просто нечего делать за гранатометом. Если он на это не способен, то как он будет стрелять на 1,5-2 километра? Да, а такие снаряды при всем этом будут менее эффективны в остальных ситуациях, которые как раз и составляют подавляющее большинство ситуаций. Так что автоматические взрыватели чаще вредят, чем помогают для боеприпасов малой массы. В отличие от этого, повышенная мощность боеприпасов российского Балкана резко увеличивает размеры конуса поражения осколками. Данная логика толкает и перспективы развития автоматических гранатометов в сторону увеличения мощности гранат. Так что Балкан еще и самый перспективный из всех. На этом точно все. Спасибо, что смотрели. Надеемся, что вы солидарны с нами. Свои объективные мнения прошу в комментарии. Все читаем и отвечаем на ценные дополнения и критику. Да, большое спасибо, что смотрите наши выпуски до конца. Всем хорошего настроения и пока.